Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу одну из свежих новинок от бренда XO Models в масштабе 1 к 43. И мы рассмотрим очень симпатичный американский спортивный автомобиль Pontiac Firebird Trans Am, который копирует прототип 1982 года. Эта модель появилась в продаже около месяца назад. Ее рекомендованная стоимость в Европе составила от 25 до 30 евро, в зависимости от того места, где вы будете ее приобретать. И посмотрел сейчас в крупных интернет-магазинах, этой модели нет в наличии, но в менее известных местах ее можно до сих пор найти в открытой продаже по рекомендованной цене. И мне очень понравился данный Pontiac. Для меня это в некотором роде долгожданный автомобиль. Всегда в коллекцию хотелось иметь черную масштабную копию, потому что еще со старых времен мне запомнилась эта машина по сериалу «Рыцарь дорог». Там, конечно, у киношного варианта были отличия. Это и другой салон. Также машина была закамуфлирована, другой передний бампер. И киношный вариант также выпускался в 43-м масштабе компанией Hot Wheels и фирмой Aoshima. И у меня в коллекции есть модель от второго бренда, у нее рабочий светодиод. Если у вас будет интерес, я поищу ее и в будущем тоже как-нибудь сделаю на киношный вариант детальный видеообзор. А тут именно заводское исполнение, хотя это тоже не самая популярная версия, а опция Recaro. И от обычной стандартной машины этот вариант отличала схема окраски, черный кузов с золотистыми полосками. Также тут другие сиденья, именно Recaro с улучшенной обшивкой, улучшенные колесные диски, также доработана тормозная система, но и другие отличия, которые мы не увидим на масштабной копии. И именно эта опция выпускалась 2 года, с 82 по 84, а Pontiac Firebird Trans Am 3-го поколения выпускался с 82 по 92 год. И за время машина также претерпевала незначительные изменения. Я сравнил этот Pontiac с вариантом от Neo Scale Models, и у Neo представлена более поздняя версия GTA, и у той машины другие колесные диски, другое оформление передней части и другой спойлер. Но кузов у автомобилей должен быть один, и как раз если вы посмотрите на две модели рядом, то видно, у Neo неправильно сделана оконная линия. Она ниже, чем должна быть на самом деле, и в этом плане у XO лучше получилось передать образ настоящего прототипа. И эта модель, соответственно, стоит намного дешевле. И тут коробочка стандартного размера, ярко-оранжевая картонка, и уже как-то говорил, на мой взгляд, Maxi Champs подсмотрел дизайн упаковки у XO Models, и как-то я посещал одно мероприятие, где был стенд от Maxi Champs, и издалека я подумал, что это новая продукция XO. И также тут поставляется небольшой кошелечек для маски. Это не столь существенно, но небольшая мелочь, которая тоже показывает отношение производителя к своему клиенту. И на нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного бренда, указан их официальный сайт, на котором можно ознакомиться с новинками, и эти модели изготовляются в Бангладеше. Также есть наклейка с артикулом модели, указан прототип Pontiac Firebird Trans Am, и эта модель выпущена по лицензии General Motors. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на данную масштабную копию поближе. И меня радует последняя продукция от XO Models. Как раз вот так выглядит небольшой пластиковый кошелечек. Мы его отложим. Он для меня не представляет большого интереса. И, например, если сравнивать эту продукцию с костромскими брендами, то у XO практически нету нареканий к качеству покраски и сборки. Конечно, попадаются и некачественные экземпляры, куда же без этого, но, например, большинство моих моделей, которые я приобретаю в свою коллекцию, у XO без каких-либо серьезных изъянов. Тут хорошо нанесено черное лакокрасочное покрытие, также отлично просматривается расшивка, очень красивые надписи, которые очень хорошо читаются. Например, на передних крыльях присутствует шильдик Trans Am. Также есть небольшие надписи на дверных ручках, на задней стойке есть логотип птица Феникс. И также мне очень нравится, как на этой модели проработаны колесные диски. Они получаются трехцветные, крышечка черная,
центр золотистый и окантовка серого цвета. И также на покрышках тут есть маркировка BF Goodrich Radial TA. Но качество покрышек можно было сделать и лучше. Например, тут не очень выразительный протектор, и, на мой взгляд, покрышки чуть шире, чем должны быть на настоящем автомобиле. Можно заменить их на аналог от Maestro Models. Я думаю, у них будет подходящая резина, но тогда вы лишитесь белой боковой маркировки на покрышках. Также, если вы посмотрите, у этой модели прекрасно проработан салон. Сиденья выполнены в светлых тонах, также присутствуют небольшие шильдики Recaro. И небольшое замечание к дизайну сидений: на настоящем автомобиле внутри подголовника была сеточка, а тут получается сквозное отверстие. И я думаю, можно сделать небольшую доработку, подобрать элемент из фототравления, окрасить его в цвет сидения, тогда вид будет более правдоподобным. Отлично проработана панель приборов, также тут окрашены различные датчики, присутствует рукоятка переключения коробки передач, и рулевое колесо тут трехспицевое, тоже выполнено на довольно хорошем уровне. И это вариант T-Top со съемной прозрачной крышей, и крыша тут окрашена темным лаком, и, как видите, сквозь нее просвечивают сиденья. Очень интересный дизайн, и когда я смотрел на фотографиях в интернете на эту машину, то думал, стоит ли ее покупать или дождаться чисто черного варианта, но после того, как приобрел машину в коллекцию, мне очень понравилось то, что тут на капоте есть довольно симпатичный орнамент. Если вы посмотрите на оформление передней части, то тут фары в сложенном виде, присутствует небольшая надпись Pontiac с левой стороны, и поворотники тут, насколько я понял, в виде декали, но сверху они покрыты прозрачным лаком, и издалека выглядят, как будто это пластиковые прозрачные элементы. Также хорошо получилось сделать имитацию решеточки на переднем бампере, и можно посмотреть, как у этой масштабной копии сделана задняя часть. Задние фонари покрыты темным лаком, как и у настоящего автомобиля, и снизу виднеется светоотражающая полоска. И тут машина копирует выставочный образец, поэтому у нее не установлены регистрационные номерные знаки. И также интересное наблюдение: тут подиум под углом, как на продукции AutoArt, и такие подставки часто встречаются на многих европейских журнальных сериях, но это неудивительно, потому что IXO для них тоже изготавливает модели в упрощенном варианте, и, например, даже в рамках какой-то российской журнальной серии были похожие подиумы, по-моему, на моделях Формулы-1, только там еще было нанесено покрытие на лицевую часть подиума. И давайте я откручу эту модель от подставки, покажу вам, как она сделана снизу. Конечно, проработка днища у продукции IXO уступает тому же Maxi Champs, Schuco, Mini Champs и так далее. Например, если сравнить проработку нижней части у этих моделей с изделиями из полимера, тут она лучше. Но все изображено очень схематически, можно было постараться и сделать ходовую часть как-то более правдоподобную. Тут очень непонятно сделана передняя балка, задняя балка, но хорошо, что хоть сделали отдельную выхлопную трубу и окрасили ее серебристой краской. Но опять же, кто из вас заглядывает под низ автомобиля, если эта машина стоит долгое время на полке? Но, опять же, повторюсь, тут соотношение цена-качество более чем нормальное. И пишите ваши комментарии, понравился ли вам данный Pontiac Firebird Transam, который копирует прототип 1982 года, есть ли в вашей коллекции продукция IXO Models, какие это модели, сколько вы за них отдали, и также пишите в комментариях, хотели бы вы увидеть еще другие модели от этого бренда, которые недавно появились в продаже. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!